Ну что, пришла пора поговорить о по-настоящему мрачных комиксах. Говорю, конечно же, про DC и, конечно же, про абсолют DC. По сути, просто перезапуск всей серии. Судить, почему это произошло, зачем, можно по разным причинам. Самая простая — это просто деньги. Причина чуть-чуть посложнее, но все такая же простая. Это ответка на Ultimate Марвела. И в целом обе эти причины имеют место быть и 100% являются правильными. Для меня даже, мне наоборот даже больше нравится, когда какие-то серии обнуляют, и их можно просто начать заново читать. Это вот специально для таких лохов, как я, делают, кто не следит за этими их бесконечными кризисами, второстепенными кризисами полусмерти, кризисами идентичности, еще какими-то кризисами. Супермен решил собрать то ли новую лигу, то ли новую команду, но что-то там Дарксайду не понравилось, он пернул, и появилась новая вселенная. Все, это вот максимум, который я знаю. Но чем меня все, в общем-то, это привлекло? Во-первых, один из моих любимых авторов пишет один из комиксов, и тем, что один из этих комиксов выиграл недавно Айзнера, который был в конце июля. И там выиграла серия, которая визуально меня привлекала. Поэтому я подумал... Я сначала прочел ее, а потом подумал, а почему мне прочесть все? Прочел серию своего любимого автора, о которой мы сейчас первым делом поговорим. Потом прочел все серии оставшиеся и решил запилить такой вот ролик. Этот ролик немного будет отличаться от привычного формата на моем канале, потому что всегда я вам тут сижу, листаю, показываю книжки, демонстрирую их, но сегодня этого не будет. Вы будете просто наблюдать онлайн скачанные страницы, скорее всего, даже еще и не на русском языке. Это будет такой подкаст, посмотреть его, не знаю, на завтрак, просто на фоне, пока пыль протираете или еще что-то. Пока что могу сказать то, что в целом мне понравилось. Пойдет, сойдет, нормально. Пойдем, думаю, от худшего к лучшему. И, собственно, первым комиксом будет автор, который мне нравится. Конечно же, это Джефф Лемир, от которого я много ждал, от которого уже были определенные ожидания, которые, собственно, в этом комиксе и сыграли. Говорю я про Флэша. Новый абсолютный Флэш, где теперь у нас не Барри Аллен, а Уолли Уэст. Когда я только сел читать, было 5 выпусков, и я эти 5 выпусков вообще не заметил. То есть я их прочел и такой, о, стоп, что? Уже закончилось? То есть читается это быстро, но потом ты задумаешься над тем, а что я прочел-то? Что вообще-то произошло здесь? Я не понимаю, почему так у Лемира получилось, при том, что здесь есть все его составляющие. Главный герой, у которого умерла мать, у которого плохие отношения с отцом. Все, просто, Лемир, бери, пиши, дай ему скорость, и все. Это будет лучший твой комикс супергеройский за... Не просто в последнее время, за всю карьеру, но Лемир куда-то уходит в какие-то максимально пустые монологи главного героя, что приводит к какому-то скучному чтиву местами. Да, оно такое легкое, беззаботное, но, блин, я ожидал совершенно иного и совершенно большего, самое главное. Что хочется выделить, так это рисунок Ника Роблоса, или как-то так его читать. Над цветом работала Андриана Лукас, и шрифт тоже, скорее всего, я замечу, это Том Наполитано, потому что местами здесь шрифт, я не знаю, он это делал или кто-то другой, но шрифт местами выполнен очень круто и очень стильно. В целом, по рисунку мне очень нравится, как здесь выполнен, так сказать, Speed Force. То, как выполнена вся вот эта скорость, так называемая, очень круто это выглядит. Единственное, только в определенный момент в комиксе временно сменился художник. Я так понимаю, это вообще в целом фишка Абсолюта, на пару выпусков после арки звать другого художника. Получилось не очень. Скажем так, комикс в этот момент для меня вообще умер тогда. Посмотрим, что из этого будет дальше. Единственное, что я выделю, это... Конечно же, обезьяна Грот. Очень круто, что теперь Флэш с Гротом, типа, они такие два другана, он у него на плече тусит. Это круто. Это мне понравилось. Грот выглядит классно, они общаются друг с другом, и у них как бы одинаковое прошлое. Вот этот концепт мне понравился, это прикольно. Но в остальном пока что как будто бы очень пусто. Просто история, мягко говоря, ни о чем. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, Лемир перестанет заниматься каким-то пустословством и займется
начнет писать нормальную историю. Плюс еще я заметил, что на некоторых страницах мне не нравится Уолли Уэст. Он выглядит как-то слишком смазливо, как будто в целом у Флэша есть ощущение, как будто он просто написан для 12-летних девочек. Но это уже чисто мое мнение. Вам, может, Флэш и понравился. Тут уже кому как. Следующим на очереди в моем топе от худшего к лучшему я поставил Супермена, который написан Джейсоном Аароном, нарисован Рафа Сандовал, и колористом здесь выступил Улис Ариола. У меня сложилось впечатление, что Аарон решил превратить Криптон в такой некий коммунизм. То есть у нас здесь прям четкое деление на классы. И Супермен здесь из класса работяг. Настоящих мужиков, которые работают на шахте, чья мать не менее мужиковая и крутая, чем отец, возможно, даже поболее местами. Собственно, суть остается та же. Верхушка, оказывается, что не хочет слушать низший класс. Криптон на грани уничтожения. Супермена отправляют на Землю, где он приземляется и попадает в, не сказать, что благоприятную семью, тоже работает на шахте, пытается защищать людей. Но, короче, большая претензия к Супермену как раз в том, что в нем как будто вообще почти никаких изменений нету, кроме его плаща. Теперь его плащ обладает неким искусственным интеллектом и, по сути, является его главной суперспособностью, которая его защищает. И мне это понравилось. Это прикольная концепция, которая весьма необычно выглядит. Рисунок здесь довольно прикольный. Мне кажется, местами он где-то перегруженный. У меня основная претензия к Супермену, собственно, то, что он почти ничем не отличается от обычного Супермена по итогу. Самого Супермена как будто в комиксе мало. Действительно, его очень мало, и есть ощущение, что это комикс больше про Лоис Лейн. Реально, потому что здесь она теперь не просто журналистка, а военный, можно сказать, но постепенно, да, она начинает перерастать в такого военного журналиста. И мне понравилась Лоис Лейн здесь. Она круто прописана, она круто как-то взаимодействует с другими персонажами. В целом она выглядит круто. Вот. Но самого Супермена, он здесь какой-то лох, если честно. То есть он ни с кем не хочет драться, он постоянно куда-то убегает, он весь какой-то зашуганный, запрятанный в самом себе. Я не совсем этого понимаю. И вот за 8 выпусков, там за 10 уже вышедших, пока что это выглядит немного странно и неинтересно. Тем более, когда на фоне нам показывают историю Брейниака, Лазаря, и они выглядят в разы круче, чем Супермен. А сам Супермен, как-то не сказать, что сильно цепляет внимание читателя. Но, по крайней мере, у меня так. Хотя Супермен как будто реально пользуется самым малым спросом. В том плане, что какие отзывы я не старался читать, все как-то ругают Супермена. Здесь, да, поднимается тема вот этой классовой борьбы, но, это надо делать у Супермена. Вы серьезно? Мне кажется, это не совсем тот персонаж, через которого стоит в это копать, но, возможно, Аарон считает по-другому, и у него гениальный гений еще пробудется в дальнейших выпусках, но пока не знаю, спорно. Дальше мы перейдем, как мне кажется, к самому необычному, самому удивительному, самому поразительному и странному. Говорю я, конечно, про «Марсианского охотника», которых написали сценарист Деннис Кэмп и нарисовал Хавьер Родригес. Родригеса, кстати, многие могут знать по недавней Затане. Она в том числе была на Айзнере. И, по-моему, даже там что-то выиграла. Я, в общем, про нее даже тоже у себя в паблике писал, потому что выглядит она сногсшибательно. В целом, в Абсолюте мне понравились только 2 комикса визуально. Именно вот реально понравились. Ладно, 3. Да, еще Флэш. И, собственно, «Марсианский охотник», наверное, самый крутой в этом плане все-таки. Потому что то, что здесь выдает Хавьер Родригес, это просто... Вау, реально, очень красочный комикс, очень красочный рисунок, очень необычная какая-то постановка, построение диалогов именно в визуальном виде. Все это очень круто подано, порой выходит в какие-то необычные такие образы. Вот эта игра с цветами, с каким-то таким полусумасшествием главного героя. Собственно, да, «Марсианский охотник» вообще. В чем его отличие? Как минимум в том, что «Марсианский охотник» теперь не с Марса. Да, то есть начнем с этого. После, так сказать, теракта спецагент Джон Джонс, точнее в него вселяется какая-то инопланетная сущность, которую он может описать только как марсианская.
почему, что за сущность, а в чем прикол здешнего марсианского охотника, вы можете не понять, даже если прочтете все, что вышло на данный момент, потому что здесь, ну, знаете, это какой-то прям лютый такой артхаус мира комиксов. Я видел просто тонну комментариев от того, что люди его дропали, потому что банально не могли понять, что вообще происходит, о чем вообще речь. И, знаете, я ждал от серии, что это будут такие, типа, люди в черном. Потому что главный герой спецагент, здесь есть инопланетяне, вся вот эта тема. И, ну, не совсем люди в черном здесь получились. Вообще пока непонятно, что здесь получилось, если честно. Поэтому я его не стал высоко закидывать. Он уже, скажем так, третий с конца. Но, знаете, сейчас начались комиксы уже, которые я мог порекомендовать. Потому что «Абсолютный марсианский охотник» реально хорош. Очень круто написано. Кэмп просто раздает очень крутых диалогов, мыслей главного героя, мне это понравилось. И невероятный рисунок, но просто какое-то непонимание, что вообще происходит в комиксе, не дает спокойно это читать, потому что ты просто ждешь чего-то, какой-то развязки, какого-то внятного объяснения, а авторы с этим любят потянуть, назовем это так. Короче, «Марсианский охотник» попробуйте, но готовьтесь. К нему надо быть готовым. И теперь перейдем к, наверное, самому популярному комиксу в Абсолют серии, самому просто зафорсенному, самому захайпленному, замемленному. Короче, Абсолют Бэтмен. Да, он у меня не в топ-1 и даже не в топ-2. Но, знаете, второе и третье место, они такие, типа, спорные немного. Потому что... ну, в общем, когда дойдем до следующего комикса, вы поймете, почему я так думаю. Собственно, Бэтмен вновь Скотт Снайдер на месте, рисует Ник Драгота и совместно с Фрэнк Мартином. У меня к нему, на самом деле, те же вопросы, как и к Супермену. То есть, да, Бэтмен у нас теперь не миллионер, у него убили... не всех родителей, назовем это так. Суть Бэтмена маленького, ну, обычного, в том, что в детстве, когда он был маленьким, у него убили родители на его глазах, и он винил себя в этом. Здесь же Бэтмен просто пошел в зоопарк с своим отцом, потому что он учитель у него в этой вселенной. И там была такая сцена о том, что отец прячет своего сына, и сын не видит, как убивают его отца. Это происходит за дверью. И вот, то есть, этого все равно не видел. И у него нет причин винить себя. То есть, да, там налетают на него летучие мыши в этом зоопарке, но камон. Какая вообще связь? Я так и не понял причины, почему он захотел стать Бэтменом. Пенниуорт, который... супер крутой агент, приезжает в Готэм выполнить задание, но тут он встречает Бэтмена, и он такой типа, блин, этот пацан классный, буду ему помогать. И это, блин, очень странно выглядит, но при этом в Бэтмене очень много классных других идей, потому что в целом мне нравится этот Бэтмен, накачанный, огромный, с какими-то новыми примочками, с топором. Не все это оценили, вот так скажем, но мне это показалось прикольным. Особенно мне нравится концепция, что Бэтмен знаком со всеми своими злодеями, то есть Крок, тут там еще Пингвин, Двуликий, Кошка, еще кто-то, по-моему, с самого детства, то есть они лучшие друзья, и в моменте они даже начинают работать вместе, и, блин, это прикольно. Это прикольно и интересно, как это будет развиваться, то есть нас уже подвели к Кроку, и это выглядит прикольно. Это интересная концепция, здесь теперь не Аркхэм, а Аркэм, если быть точнее. Но некоторые сюжетные ветки, какие-то малость неинтересные. То есть банально даже вот эти бандюганы, с которыми он дерется, я уже даже забыл, как они там себя называют, ну, просто ок. То есть мне больше интересно следить за второстепенными линиями, чем за основной сюжетной линией. Хотя вот сейчас вот основная с вот этим Аркэмом весьма интересно получилось. Посмотрим, к чему это приведет. Плюс скоро должна появиться Кошка, тоже весьма таком нестандартном образе. Ну, посмотрим. Не знаю, чья это заслуга, Снайдера или художника, собственно, Драготы.
Мне нравится здесь раскадровка. То есть Бэтмен сам по себе большой такой, огромный, да. В комиксе очень много панелей, то есть их тоже прям много, они все мелкие, но их много, они прям заполняют всю страницу. В этом плане очень прикольная задумка. Каждый выпуск наполнен каким-то огромным количеством панелей, как, например, да, там стандарт типа 6-7 панелей, 5, что я всегда считал неправильным. Тут просто количество панелей иногда до 12-15 может доходить. Это круто. Это очень мощно выглядит и интересно. Так что Бэтмен, ну, действительно, да, один из лучших сейчас пока что в абсолюте. Не зря заслужил свою номинацию на Айзнере. Не выиграл, правда, но выиграл кое-кто другой. И теперь топ-2. Зеленый фонарь. С фонарем сложно. Мне он понравился. Мне очень понравился сюжет. Я прям прочел вышедшие 5 выпусков залпом, но его как будто бы пока рано судить, потому что тут такая как сюжетная интрига присутствует, что не знаешь, к чему это может привести до конца. Сценарий мне нравится. Мне нравится, какая здесь есть сюжетная интрига. Здесь развиваются 2 параллельные линии, как бы в настоящем и в прошлом. Ну или в будущем и в прошлом. Короче, тут еще понять надо, где, что и как. И мне эти 2 линии нравятся. За ними интересно следить. Плюс Юинг постепенно выводит из строя, так сказать, известных нам фонарей. Тут, конечно, да, и так уже с первого выпуска показывают, кто будет главным фонарем. Но как к этому пришли, как это получилось, вот это интересная интрига. И мне это понравилось. Но какой же здесь промах с художником? Просто вообще. Некоторые панели выглядят, ну не панели, страницы, выглядят круто, впечатляюще, мощно, но некоторые, как будто я просто какую-то манхуа читаю, реально максимально какой-то замыленный фон, как будто художник рисовал, просто стакан воды на свои страницы пролил и такой, да пусть так и будет. Обвел контуром просто некоторых героев, чтобы фокус был на них и все. Ну, типа, не знаю. В общем, с фонарем пока сложно, собственно, я про него много и не скажу, но интересно, к чему все это в итоге выльется. Надеюсь, что он не разочарует, и за фонарем я точно буду дальше следить и, ну, собственно, читать. И теперь методом исключения несложно догадаться, какой комикс для меня в абсолюте оказался лучшим. Конечно же, это «Чудо-женщина», которая, в общем-то, и выиграла Айзнер как лучшая новая серия. Теперь Чудо-женщина выросла не в Амазонии где-то, в любви и ласке, а в аду. В прямом смысле она выросла в аду, ее туда принесли. И, собственно, в аду она росла, пыталась как-то выжить поначалу, но потом ее приютили, помогли, скажем так, не совсем двинуться головой. Нам показывают, как она там общалась с разными монстрами, с чудищами, охотилась. И в целом эту чудо-женщину можно еще описать как такую чудо-женщину-ведьму. Это прикольно. Мне этот концепт понравился. Мне очень нравится дизайн чудо-женщины. Просто пушечный. Особенно вот эта ее рука. Я поначалу думал, что это какая-то татуировка амазонки. Типа ее какой-то знак, может, новый. Но все оказалось совершенно по-другому. Спойлерить не буду. Это очень классный момент. Я аж прям удивился, когда это увидел. Это, наверное, единственный момент во всем абсолюте, когда я удивился. И мне это понравилось. Особенно, когда она, как бы это сказать, лишилась кое-чего. Она поставила на замену этому кое-чего, кое-что другое. Такие сложные обороты я использую. Вот. В общем, короче, выглядит это круто. Да, я как раз видел в претензиях к этому комиксу, что она по итогу выносит это чудище одним ударом, что это типа глупо. Но, не знаю, если предъявлять такие претензии к комиксам, то глупо не то, как это написано, а глупо то, что вообще вы читаете супергероику, раз уж на то пошло, потому что Супермен, типа, что, он уже давно мог бы захватить всю вселенную, да, и просто всем, ну, весь мир и управлять им. Чудо-женщина то же самое могла делать, Бэтмен то же самое мог бы сделать практически. То есть зеленый фонарь мог бы тоже всех одним ударом выносить, но почему-то этого не происходит. Поэтому абсолютно глупая претензия. В то время как за этот бой Чудо-женщина очень круто была показана. Она чисто такая Чудо-женщина-берсерк с огромным мечом. Она в моменте там этим мечом просто вот так бам, пополам разрубает. Мне это понравилось. Она там кастует всякие заклинания.
превращается в Медузу Гаргона, или как он там называется, и это круто. Такое мне нравится, и там же вторая арка была из 2 выпусков небольших, тоже с такой небольшой сюжетной интрижкой, с приколом, который тоже сработал, и выглядит это очень классно. Там как раз художник тоже поменялся, поэтому «Чудо-женщина» абсолютно лайк. Мне интересно, как это все будет дальше развиваться, какие еще интриги сюжетные будут. Там уже парочку таких затравочек было, но пока так, по фигне, ничего особенного там не происходит. Но мне нравится, как это все дело выглядит. Очень крутая работа снова с раскадровкой. В целом, вообще, в Абсолюте работа с раскадровкой классно в «Чудо-женщине», во «Флэше» и в «Бэтмене». Но пока «Чудо-женщина» для меня самая классная как в плане истории, так и в плане рисунка. Тупо топ. Что тут еще сказать? Ну и подводя итог по этому абсолютному абсолюту, очень странная на самом деле инициатива в том плане, что нам обещали большие какие-то масштабные изменения в персонажах, что они просто будут подниматься с настоящего полного дна. Но во «Флэше» этого пока незаметно. Кроме обезьяны, «Флэш» я бы не сказал, что чем-то отличается. «Марсианский охотник» тут вообще без комментариев, пожалуй. «Бэтмен», ну да, он как бы строитель, но при этом у него все равно куча денег, куча разных наворотов. Но, как уже сказал, интересно следить за второстепенными сюжетными линиями. «Зеленый фонарь» тоже пока рано судить, то есть непонятно, к чему все это приведет, вся вот эта арка. Супермен тоже, он обычный. Я бы не сказал, что там есть вообще за что вот прям ухватиться, что все, вот, мне вот это понравилось, я буду за этим следить. Он довольно скучный. Еще я забыл в Супермене, кстати, упомянуть полный бред. Это танк-вертолет. Я просто с этого выпал. Это настолько вообще ужасно, что это сразу дало минус 10 баллов всему комиксу. Есть ощущение, что как будто инициатива такая немного ни о чем. Даже вот «Чудо-женщина», я его хоть и похвалил, но по факту она ничем не отличается от обычной «Чудо-женщины». У нее, да, другой дизайн, но по факту, хоть она выросла в аду, она все равно «Чудо-женщина», все равно спасает людей, влюблена все в того же мужчину. Поэтому, по сути, как бы вкусно, но как бы... То такой вот ролик получился, такой, по сути, разговорный подкаст. Я уже полчаса просто сижу перед ноутбуком, смотрю имена авторов, листаю картинки. Посмотрим, как такое зайдет. Может быть норм, может нет. Пишите, что вы думаете вообще про все эти абсолютные серии. Про что, может, еще стоит записать такой ролик, потому что полным-полно всякой разной альтернативы, которую я читаю в сканах. Ну, не сказать, что я часто это делаю, но почитываю. Вот, так что пишите, про что можно было бы еще снять. Может, про какую-то конкретную тоже серию, там, про трансформеров, например, да. Про какие-то просто альтернативные приколы, там, Dark Horse, Image, IDW и многое-многое другое. Вот, так что пишите, буду ждать какой-нибудь фидбэк.